Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну, еще бы я хотел бы начать, господа. Собственно говоря, давайте посмотрим, на чем у нас происходило сегодня укрепление по рублю за сегодняшний день. Смотрите, давайте посмотрим сразу на доллар. Значит, смотрите, индекс доллара у нас, давайте сразу берем часов 9-10, да, потому что, как мы помним, в первой половине Центробанк начинает у нас работать. Вот смотрите, где-то с 3 часов ночи, с 3 часов ночи, да, до часов 10 у нас, в принципе, индекс доллара находился в районе 101.50, да, там с небольшой коррекцией. И вот в 10 часов он еще даже пошел вверх на 101.70 после небольшой коррекции, да. Теперь смотрим на доллар-рубль, господа. Смотрите, в 10 часов все наоборот. Просто доллар здесь начинает против рубля падать. Притом, обратите внимание, вот мы удерживаем вот этот 78 уровень, да, про тот, который я вам говорил, который считаю, что все равно возврат за него был, да, ну должен быть. Смотрите, здесь у нас получалось вначале попытки закрепиться, удержаться, да, и после этого резко направленно начинает падать. Открываем юань, и что же мы с вами видим? Вот она 9, 10 часов, чисто начинается распродажа по юаню. Вот, собственно говоря, и все, что нужно знать. То есть, сегодня опять работал Центробанк. На самом деле, пока не совсем понятно, что он хочет добиться. Может быть, он, конечно, хочет опустить там в районе 75. И даже там, может быть, даже до 74, да. Но если смотреть, конечно, по технике конкретно, да, то вот здесь вот этот уровень, первый квартал, 76. Это вот такая вот промежуточная сильная поддержка, да. Дальше у нас начинается вот тот самый пресловутый на 75, да. Но если он здесь удержит, то, соответственно, от 76 может быть опять начаться отскок. Притом, смотрите, очень важный момент, да, на что надо обратить внимание. Смотрите, вот вчерашний день, да, это, простите, даже был не вчерашний день, или, подожди, понедельник, да? Среда, это был понедельник, по-моему, да, потому что у нас потом были праздники во вторник, да, а вот в понедельник мы говорили, не было интервенции, и смотрите, мы как раз возвращались за 78. Как только начались интервенции, мы опять поехали вниз, да, и поехали в сторону 75. Притом, смотрите, какая интересная была ситуация, господа. Сегодня был, конечно, у нас одно из самых главных событий, это, безусловно, ситуация с госдолгом. Ну и она, как я вам и говорил, что скорее всего будет тот сценарий, что не договорятся ни о каком госдолге, пока не будет контрнаступа. Так оно и произошло. В принципе, взяли некий промежуточный, опять промежуток времени, даже нет промежуточной договоренности. Просто есть разговор о том, что они встретятся еще раз. Притом, смотрите, в одном из штатов там произошел уже дефолт. Я думаю, что эта ситуация просто нагнетается специально для того, чтобы непосредственно принудить республиканцев все-таки пойти, как говорится, на принятие этого госдолга без всяких, как говорится, предварительных условий, да. Здесь мы видим, что возможно, не знаю, Центробанк хочет опустить настолько курс пониже, чтобы потом, возможно, будет опять закупать валюту, да, потому что, ну, как бы сейчас вот логики я не вижу, потому что, смотрите, нефть у нас падает, нефть у нас немного сегодня припала, то есть была попытка, естественно, со вчерашнего дня еще выйти за 78, не удалось. Кстати, была у нас комиссия, помните, вот эта вот международная, которую мы ждали, краткосрочный прогноз ситуации рынка на энергоносители от ЕА. И они свой прогноз огласили, и звучит он следующим образом. 78,60 должна быть нефть. То есть они понизили, она была до этого там в районе 85, а потом они ее в этот раз опустили и отправили аж на 78,50. То есть намекая на то, что как бы и с аудитом неплохо, да, то есть там за 78 как бы можно держаться еще, да, и в то же время роста они не допустят, да. И смотрите, на индекс доллара, если мы посмотрим, вот обратите внимание, между прочим, по госдолгу потолку, да, когда было даже, в принципе, понятно, что решение не принято, в какой-то момент у нас даже, собственно говоря, индекс доллара полетел. Но падал он не на этом, не на госдолге, господа. Падал он на ситуации, связанные непосредственно с данными по инфляции, да. Вот мы сегодня что с вами еще ждали, да? Индекс потребительских цен в Германии, они там несколько, скажем так, оказались чуть выше. Базовый индекс потребительских цен в США и индекс потребительских цен в США. Это вот те данные по инфляции, которые, собственно говоря,
все ждали, потому что по ним, собственно, и принимается решение ФРС по поводу того, что дальше повышать ставку или можно ее замедлить и так далее. Да? То есть это все было связано непосредственно с тем, как будет ФРС реагировать на эту непосредственно ситуацию с инфляцией. И смотрите, инфляция у нас, получается, тогда непосредственно сократилась. Да? Ну, не сказать, чтобы она прям сильно упала, да? То есть пошло некое определенное замедление. Но это не говорит о том, что они, естественно, полностью как бы там победили инфляцию. Это все понятно. Но на этом индекс доллара у нас получил на самом деле неплохую слабину такую, да. То есть в 3 часа мы просто полетели вниз. И вплоть до 4 часов практически падали. До 100, до 20 мы опустились, да. Но если мы посмотрим непосредственно по... так, это облигации, сейчас, секунду. По доллару-рублю. Так, это еще одни облигации, секунду. Вот здесь. По доллару-рублю, то здесь картина совсем другая была. Смотрите, в 3 часа, да, никаких коррекционных движений, например, по укреплению рубля не было. По ослаблению рубля тоже не было. То есть мы видели, доллар падал, да, и, соответственно, рубль должен как бы был непосредственно отреагировать укреплением. Нет, не происходит, потому что Центробанк, в принципе, до этого уже опустил достаточно глубоко. И мы видим, что вот этот 76-й уровень на данный момент мы находимся фактически на удержании. Да? Но к 78-му я, между прочим, абсолютно все равно оставляюсь верен в своей, как говорится, ожиданию, да, я жду, что все равно к 78-му мы вернемся. Причину я вам уже называл, что, во-первых, как только перестанет Центробанк сдерживать курс, просто чисто в балансах он сам по себе может вернуться туда на 78. Хотя, смотрите, если мы посмотрим сегодня наш телеграм-канал, смотрите, что у нас пишут по этому поводу. Рубль в среду продолжил уверенно расти к основным торгуемым на московской бирже валютам, и поддержка пришла от конвертации валюты экспортерами под выплату дивидендов и снижение покупок валюты в рамках выхода нерезидентов из российских активов. Следует из данных торгов и комментариев экспертов. Ослабление рубля в марте и апреле, да, во многом было связано с конвертацией иностранными компаниями средств, полученных за российские активы. То есть они как бы намекают нам на то, что на самом деле вот этот вот момент в апреле укрепления, да, по доллару, это было именно как раз, когда компании выходили, выводя, так как говорится, свои доли, да, из Российской Федерации. Но все бы это, конечно, было бы похоже на правду, если бы не было ситуации, связанной непосредственно, когда мы видели, как только отключился непосредственно Центробанк, да, а это было как раз в понедельник, мы видели, что тут же был восстановлен уровень 78. Поэтому на самом деле я не очень верю в этот, как говорится, скажем, сценарий, да, и я думаю, что здесь просто работа идет Центробанка, возможно, ситуация подвешенная сейчас госдолгом, да, то есть вот с этим дефолтом и так далее, я думаю, что она, возможно, определенным образом тоже, скажем так, вынуждает наш Центробанк укреплять рубль, для того, чтобы, возможно, после этого, либо, как говорится, когда поймем, что госдолг будет принят, и наверняка доллар, естественно, пойдет на укрепление, то, возможно, тогда, как говорится, на этом, что, ну, что называется, можно в том числе и заработать. Да? На данном этапе, по крайней мере, я не вижу больше пока другой логики. И при том, что, еще раз говорю, все фактически, скажем так, основные фундаментальные факторы, они говорят пока только за это, за то, чтобы на самом деле как минимум вернуться за 78. Плюс, смотрите, ситуация с нефтью, да, если мы говорим о вопросе, скажем так, непосредственно нашего бюджета Российской Федерации, да, чтобы не было в нем никакого дефицита, да, то здесь как бы цены на нефть должны быть выше. Но мы видим ситуацию несколько иную, что цены сейчас наоборот понижаются. А почему? Я вам сейчас скажу. Мало того, что, собственно говоря, нам вот эта вот комиссия вынесла, да, вот этот прогноз на 78,6, так еще сегодня вышли, господа, естественно, запасы сырой нефти. Основные, которые мы ждали. И они показали впервые за все это время, до этого у нас динамика была на снижение, небольшой рост. Не могу сказать, что это очень существенно, но определенным образом это сдержало цены на нефть, и они тоже, соответственно, несколько скорректировались. Да? Теперь смотрите дальше.
А после вот этих всех событий, непосредственно по индексу потребительских цен, то есть по инфляции, да, у нас еще было следующее событие. Это реакция федеральных правительств на недавнее банкротство Банка США. На самом деле информации по этому еще пока я, по крайней мере, не видел. Возможно, опубликуют попозже. А вот непосредственно отчет об исполнении федерального бюджета, вот он непосредственно был опубликован. Я специально ждал, когда он выйдет. И непосредственно, соответственно, хотел посмотреть, насколько там все-таки проблема с бюджетом. Потому что, как мы помним, решение по госдолгу потолка, да, это непосредственно обязательно, естественно, нужно будет приниматься решение, связанное с тем, насколько бюджет за это время может выполнять свои функции. И, соответственно, если он будет дефицитный, а на самом деле, который он вышел, показал данные, что, ну, он не профицитный, прямо скажем, да, то есть он такой достаточно неоднозначный. С одной стороны, он, конечно, не минусовой, как был дефицитный до этого, но в любом случае нельзя сказать, что это прям очень такой хороший у них сейчас, скажем так, устойчивый бюджет. То есть это тоже определенным образом, естественно, может влиять на доллар, на DXY в том числе, да, на индекс. И мы видим, что он по большому счету после выхода по бюджету, смотрите, имеет определенную слабину, да, то есть мы начинаем падать. Связано это, я думаю, как раз с тем, что все-таки, во-первых, все-таки бюджет, я говорю, неоднозначный. Его нельзя как бы считать и, что называется, профицитным. Ну и дефицитным тоже нельзя считать, потому что, в принципе, он был достаточно все равно в плюсовой зоне, да. Поэтому, как бы, ситуация, тем более, когда еще и впереди госдолг потолка, и который непосредственно еще потолок госдолга, да, то он, соответственно, тоже, как говорится, еще в данный момент определенным образом оказывает, естественно, давление на то, чтобы доллар по полной программе почувствовал себя достаточно уверенно, да. Тем более, я говорю, вот данные по инфляции вышли, мы сразу получили коррекцию. С другой стороны, если мы посмотрим, например, на ситуацию с облигациями, они тоже у нас, на самом деле, смотрите, стали потихонечку отходить вниз. А причина почему? Потому что, естественно, инфляция. Да? Мы посмотрели, что инфляция на самом деле показала, что все-таки есть некое замедление. Не сказать, что оно достаточно серьезное, но все равно, как ни крути, это намекает на то, что все-таки ФРС может приостановить ставки. И вот в этой ситуации, я думаю, что Центробанк сейчас, на самом деле, может действительно все-таки приостановить свои, как говорится, интервенции, если только нет задачи опустить в конкретный диапазон. То есть, если они все-таки хотят додавить до 75, а там, может быть, даже до 74, тогда интервенции могут продолжаться. Но пока, честно говоря, я вот к этому причин особых не вижу, потому что факторов, которые впереди у нас остаются, по большому счету, никаких серьезных для того, чтобы заранее, например, этот момент проводить, нету. Если действительно там экспортеры, как говорится, к дивидендам готовятся и так далее, ну, эта схема, скажем так, непрозрачная, то есть мы не знаем, точно происходит это или нет. Вот. А непосредственно вот этот день, еще раз говорю, понедельник, он четко показал, что как только интервенции прекратились, мы восстановились за 78. В данный момент мы видим, что эта картина, естественно, опять поменялась, и опять же присутствует, безусловно, воздействие Центробанка. Поэтому тут как бы сейчас еще раз по поводу прогноза довольно строить сложно. То есть, скорее всего, конечно, если интервенция продолжится, мы в итоге дойдем до 75. Если мы его посмотрим, ну давайте сразу вот этот коридор и сразу посмотрим, здесь будет более наглядно, да. Да, вот смотрите, доллар-рубль в итоге уходит в нижнюю границу. Вот он, да, вот это наш квартальный коридор. И смотрите, если движение продолжает идти вниз, то это 75.50, вот здесь. Это, в принципе, тоже зона волатильности, которую тоже мы можем занять. Она при том входит как раз в коридор квартальный, да. И по большому счету, смотрите, она фактически стыкуется с годовым коридором. Здесь тоже у нас проходит годовой коридор, и это его граница. То есть 75.50-76.50. Вот в этот диапазон тогда могут опустить доллар-рубль. Но, с другой стороны, он может и остаться на 76.50, и тогда двигаться в районе 77.50, пока в итоге не вернется за 78. Да? Все это будет, естественно, зависеть, я думаю, что, безусловно, только пока от Центробанка. Да? То есть, насколько его интервенции в этот момент будут продолжаться или нет. Смотрим по евро. Здесь тоже, смотрите, был пробит вот этот 84, ну, практически с половиной, да, и мы, соответственно, можем уйти в диапазон от 82,5 до 83
4,5. То есть вот здесь, занять вот эту зону. Вряд ли, наверное, мы пойдем там на 82 и 81. Пока в это крайне мало вероятно верится, да. Я думаю, что все-таки это вот в районе 82,5 и 84,5, если занимаем нижнюю зону. Естественно, до тех пор, пока в итоге не восстановим 85, и, соответственно, можем перейти в зону 85-87. Это тоже будет зависеть, естественно, от Центробанка, да. Ну, а по юаням, как мы видим, да, здесь, конечно, идет максимальная продажа по ним. А мы понимаем, что это тот самый инструмент, через который это все проходит. Обратите внимание, мы были на 11.30, и это еще была середина квартального коридора. Сейчас мы фактически его пробили, ушли нижнюю границу и уже переходим в следующую зону волатильности. Это 11, 11.10, да? Не знаю, пойдем ли мы еще на 10.90, 10.80, вот в эту зону. Но сейчас уже пока на данный момент исключать нельзя ничего. Еще раз говорю, на данный момент, так как эта работа идет Центробанка, я прогнозировать отказываюсь в данный момент на 100%. То есть, как бы я понимаю, что есть непосредственно фундаментальные факторы и есть конкретно воздействие Центробанка. И мы видим, как оно происходит. Да? Пока я думаю, что в данный момент Центробанк ищет тот самый, скажем так, коридор, в котором в итоге валюта должна зайти и, как говорится, сохранять его. Да? Мы помним, средний годовой у нас все равно 78. Цены на нефть пока не растут. То есть, как бы укреплять рубль особого смысла я не вижу. Единственное, что, конечно, мы будем ждать сейчас теперь еще данные по инфляции в России, да, это, безусловно, как бы будет важный такой параметр, который, естественно, нам тоже даст сигналы по поводу, есть смысл дальнейшего укрепления рубля или нет. Возможно, Центробанк все-таки действует, как говорится, заранее, для того, чтобы все-таки, стабилизируя курс, не допускать вот этих вот спекулятивных разгонов, да. Но, опять же, нефть пока, скажем так, вернулась к тому, что был, когда уровень там до пробития 78, да, но все равно она еще не демонстрирует той, скажем так, динамики, и доходы нефтегазовые, они у нас падают. Это тоже мы как бы имеем в виду, да. Об этом как бы ситуация у нас не поменялась. Поэтому пока, еще раз говорю, замысел Центробанка пока до конца лично мне непонятен. Надо будет еще наблюдать. Я уже сказал, что я буду смотреть, как будет закрываться эта неделя, и меня интересует вот этот 78 уровень. Без воздействия Центробанка я видел, куда мы приходили. С воздействием Центробанка, смотрите, мы повторяем фактически сценарий вот этой свечи, а это была у нас пятница, да, когда непосредственно прям начали прорывать 76.50, вот мы сюда дошли, и потом в итоге, как только Центробанк перестал действовать, мы вернулись на 78. Здесь фактически вернулись туда же. Сказать о том, что пойдем еще дальше вниз или вернемся обратно, на данный момент не берусь. Потому что, еще раз говорю, за Центробанк я не отвечаю. Но давайте посмотрим, что нас ждет, собственно говоря, на завтра. Да? У нас будет индекс потребительских цен в Китае. А это данные по инфляции Китая, да, как мы помним. Соответственно, они, естественно, могут давать опережающие непосредственно уже данные по ситуации с инфляцией вообще везде, в Европе, в Америке и так далее. Да? То есть, если инфляция Китая начнет расти, то, соответственно, она будет расти и, скорее всего, и в Америке, и в Европе в том числе. Так, число первичных заявок на получение пособия по безработице в США. Это к вопросу о рынке труда. Тоже, соответственно, фактор, который может повлиять на укрепление доллара. Опять же, потому что, как правило, в последнее время, скажем так, эти данные, они были неоднозначно, нестабильны. С одной стороны, иногда они сокращались, иногда они росли, поэтому сказать сложно, да. Ну и как бы степень воздействия в том моменте, когда сейчас висит вот эта ситуация опять с госдолгом, да, уже один штат там дефолт объявил фактически. Ситуация нагнетается, сразу могу сказать, нагнетается. Трампа обвинили, Байдену раскопали там эти дела. То есть там сейчас вот эта внутренняя борьба, она однозначно будет ускоряться. И, естественно, плюс еще, как мы видим, на, собственно говоря, СВО никакого контрнаступления не происходит. А это, соответственно, не дает возможности одной партии убедить другую в том, что надо дальше, собственно, присылать дальше продолжать печатать эти деньги и отсылать туда, да. Но, с другой стороны, мы видели заявление там того же Блинкена, потом этого Риши Сунака, что все равно будут поддерживать, он будут печатать.
Но это пока только словесная интервенция, господа, да. А что будет дальше, никто пока не знает. Госдолг, еще раз говорю, пока не принят. И эта история, я думаю, тоже определенным образом все равно сдерживает доллар, а так бы он мог достаточно серьезнее на самом деле укрепиться. И плюс, соответственно, многие, соответственно, стараются сейчас от долларов избавляться, от тех же облигаций и так далее, да, мы это тоже видим. Но, с другой стороны, эти периоды происходят, скажем так, то есть акционы иной раз по облигациям проходят тоже, в принципе, неплохо. Но в любом случае этот фактор надо учитывать, и это тоже определенный фактор неопределенности, который давит на, в том числе, валюты, да. Значит, смотрите, по числу первичных заявок сказал, дальше будет индекс цен производителей. Это уже так называемый тоже опережающий индекс, который тоже фактически покажет данные по инфляции, которые, естественно, если будут расти для производителей, то есть, соответственно, будут расти для потребителей. То есть, вот этот параметр, да, он важен. Вот он может достаточно серьезно, на самом деле, повлиять на ситуацию с динамикой по доллару, да. Ну и, соответственно, выступление Уоллера из ФРС, как мы знаем, любые сейчас выступления ФРСников, да, любые комментарии, они, безусловно, тоже могут оказать достаточно серьезные воздействия и колебания по непосредственно либо укреплению доллара, либо ослаблению. На данный момент сразу говорю, что та статистика, которая выходила, она фактически сейчас говорит о том, что доллар должен быть более слабый. Почему? Потому что, как говорится, сейчас рассматриваются варианты, да, и вот мы даже смотрим с вами по облигациям, мы видим, что облигации падают в доходности, да. Это говорит, естественно, о том, что вероятность повышения ставок уже начинает рассматриваться на замедление. И это, безусловно, может ослаблять доллар. Но мы помним, что он борется с нефтью, да? А как только он начинает, как говорится, давать слабину, нефть начинает начинает постепенное, быстрое довольно восстановление, на самом деле, к 78. Но она, как бы, естественно, сдерживается сейчас фактами по запасам. То есть запасы сейчас вышли достаточно, ну, не сказать, чтобы сильно сокращающиеся, но и в то же время не сильно растущие. Да, они плюсовые. То есть за это время они, конечно, показывали до этого только на сокращение динамику. Сейчас они показали плюсовые, да. Плюс мы помним, что вот эта комиссия, да, она там сказала 78,60, допустим, как говорится, краткосрочный прогноз по ценам на нефть, да. Поэтому этот момент, безусловно, тоже будет давлеть над ценами на нефть. И это позволяет, как вы понимаете, индексу доллара сильно тоже не укрепляться. По одной простой причине, потому что, соответственно, нефть может сама никуда не двигаться. Но если нефть все-таки пойдет вверх, то тогда, конечно же, он опять придет в движение, опять начнется укрепление. Поэтому этот момент надо тоже учитывать. И вот эти все комментарии, да, которые будут проходить, вот, например, того же Уоллера, да, если он опять будет говорить о том, что вероятность повышения ставок все растет, что инфляция она не побеждена, что вот эти 2%, как говорится, которые у них нужны, ключевые, не добились, целевые, и, соответственно, как говорится, вероятность повышения ставок растет и так далее. Вот это сразу может привести и к возможности падения по нефти, потому что опять к вопросу рецессии, не рецессии, да, и, соответственно, к укреплению по доллару, да, потому что, соответственно, вероятность повышения ставок растет. Ну и смотрите, еще будет выступление представителя ЕСВ, да, господина Де Сагуни. Это все, что касается в основном с Европой. Вот. Ну, это по большому счету тоже может быть, так скажем, воспринято как общий фон по денежно-кредитной политике, как можно сказать, коллективного Запада, Европы и фактически Америки, да. Хотя мы помним, что последнее выступление той же Лагард, она заявила, что они не будут смотреть на Америку. И если, соответственно, Америка приостанавливает это повышение ставок, то они этого делать не будут. И они будут продолжать повышать. Поэтому, скажем так, политика Евросоюза, она более жесткая в этом направлении. Да? И с инфляцией у них тоже, можно сказать, ситуация хуже. Поэтому этот момент надо учитывать. Так что, господа, картина пока довольно неоднозначная. Еще раз говорю, я уверен, что 78 будет восстановлен. Причину все я вам назвал, что на самом деле, во-первых, без действия Центробанка картина мы видим, она сразу возвращает за 78. Во-вторых, какого-то сильного укрепления, вот если взять по тем данным, которые были по доллару,
нету. Но и для рубля укрепления тоже я как бы не вижу никаких признаков, да, и каких-то причин. Данные по инфляции, безусловно, мы помним, проинфляционные риски, они безусловно присутствуют. И, соответственно, конечно, мы будем смотреть, они в пятницу будут выходить по российскому рынку. Вот. И, соответственно, это тоже может оказать определенные потом, возможно, корректирующие движения, да, то есть, если, например, инфляция будет снижаться, то, соответственно, вероятность того, что рубль в этот момент может ослабнуть, она растет. Если, соответственно, будет расти, то тогда вероятность того, что, наоборот, рубль будет укрепляться, она тоже, естественно, вырастет. Поэтому до пятницы, возможно, ситуация пока будет неоднозначная. Но на самом деле, лично для меня, нужно опять увидеть хотя бы один день, когда интервенции Центробанка России прекратятся. Вот как это было в понедельник. И вот тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Да? На данном этапе, чисто технически, да, я уже сказал, что тут картина будет выглядеть таким образом, что доллар-рубль, возможно, может вернуться теперь, если, как говорится, прекратятся интервенции, 77.50. Возможно, даже Центробанк сейчас добивается, чтобы за 78 не было возврата. Возможно, я ничего не исключать не могу. Вот, тогда уже как бы вот будет вариант, например, 77.50, да. Ну и, соответственно, по евро, да, это вот в район 85 тоже. Но здесь вот если смотреть конкретно по уровню, это 84,5. Вот я думаю, что это 84,5-85. Вот эта зона, возможно, которую тоже Центробанк постарается не дать вернуться. Но пока, вот если без воздействия Центробанка, я причин как бы конкретно по укреплению рублю не вижу. Но в данный момент и еще и наступает момент, который... Тем более в рамках вот того, что мы пока не получили решение по госдолгу потолка, да, США непосредственно, то есть потолок пока не принят. И что они будут с ним делать в итоге в ближайшее время, как они договорятся, не договорятся, тоже пока находится в состоянии ожидания. Поэтому по доллару тоже укрепления сильного я не жду. И те данные, которые вышли, они тоже, в принципе, показали, что вероятность повышения ставок, наоборот, начинает сокращаться. Да? А это говорит о том, что, естественно, тогда доллар не должен сильно лютовать. Ну и при этом нефть тоже, мы как видим, тоже находится в довольно узком диапазоне. Да? То есть она тоже уже, вероятнее всего, за 78 не зашагнет с такими запасами. Да? А с большой вероятностью, наоборот, установится где-то диапазон там 75-50. 76-50, вот так вот в этой зоне, да, и, соответственно, как минимум до следующей недели, как только у нас выйдут непосредственно опять новые очередные данные по запасам. Поэтому, господа, картина неоднозначная, фактически для доллара-рубля, я считаю, в целом она нейтральная, то есть, если обычно мы говорим о том, что больше там против рубля, да, или там все за доллар, в данный момент она нейтральная. То есть доллар фактически не получает никаких сильных драйверов. Более того, ситуация непосредственно с потолком госдолга, она тоже пока находится в неопределенности. Сколько продлится, никто тоже пока не знает. Вот. И это тоже ослабляющий фактор для доллара непосредственно до момента, когда будет принят этот потолок. Да? И плюс, соответственно, все данные, которые по экономике вышли, то есть прежде всего вот эти данные по инфляции, они фактически тоже пока на данный момент говорят о том, что вероятность повышения ставок снижается, как минимум там просто вопрос, да, скажем так, удержания их, да, может быть, не снижение, но удержание. И это, безусловно, тоже определенным образом ослабляет доллар. Поэтому тут, как говорится, баш на баш получается. И рубль фактически не имеет пока драйверов на укрепление, кроме как работы Центробанка. И доллар в то же время не имеет никаких особых факторов для укрепления. Поэтому здесь, скорее всего, как раз наступит тот самый баланс. И вот если, как говорится, прекратит интервенция Центробанк, вот тут мы, возможно, и увидим все-таки, какой будет коридор, который, скорее всего, пока вот будет сбалансирован. Сказать о нем пока еще раз, пока рано, то есть где он сейчас будет, сказать пока сложно. Если еще раз говорю, интервенция продолжится, можем уйти и на 75-50-75, да, то есть в эту зону тоже можем спуститься. Ну, а если интервенции прекратятся, то вполне вероятно, как минимум, возврат там до 76,5-77, да. Может быть, до 78 уже и не дотянем. Потому что Центробанк очень активно, смотрите, прям вот здесь сбивал, очень активно, чтобы вот этот 78-й, возможно, не был в зоне возврата.
Ну, в общем, посмотрим. Для меня пока картина неоднозначная. Все, что, как говорится, какие сомнения есть, я вам высказал. По поводу, значит, американского рынка. Я думаю, что здесь, конечно, тоже зависло ожидание. С биткоином, кстати, тоже, там с криптой это все связано, прежде всего, с непринятием потолка госдолга, поэтому это надо тоже как бы учитывать. Вот. Ну и по S&P мы видим тоже, да, что здесь непосредственно за 430 зайти не удалось, хотя уходили сегодня вплоть до 160. Статистика была хорошая, и поэтому мы, собственно говоря, поднимались. Потом картина поменялась, да, и опять вот это все, ну, плюс там объявление всяких там дефолтов некоторых штатов, то есть это тоже, безусловно, определенным образом все оказывает давление на, в том числе, американский рынок. В целом, вот на той статистике, которая была, я больше чем уверен, 160-180, S&P может спокойно уйти. И это говорит о том, что в очередной раз для доллара это будет, скорее всего, фактор ослабления. Вот такая, господа, картина получилась. Посмотрим в итоге, как мы закроем эту неделю. Для меня лично показания, прежде всего, это вот действие Центробанка или его отсутствие. Вот по нему я буду непосредственно уже принимать решение, где на самом деле должен быть курс. Исходя из этих уже данных, буду, собственно говоря, строить дальнейший прогноз. Пока картина неоднозначная, Центробанк не прекратил свое воздействие, поэтому будем следить, будем смотреть. На этом напоминаю, соответственно, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций, вся, соответственно, самая важная информация там всегда присутствует. Также напоминаю, что, естественно, будем делать обзор каждый день, да, вплоть, естественно, до конца недели. Посмотрим, что там будет в пятницу, как мы в итоге закроем эту пятницу. Уже, конечно, маловероятно становится, что именно если при вот сегодняшнем дне, что все-таки вот этот прогноз 78 осуществится. Но все равно я пока жду, я хочу убедиться, как только Центробанк перестанет действовать, где мы окажемся. Ну и, соответственно, как я уже сказал, против непосредственно рубля сейчас тоже факторов как таковых именно с точки зрения доллара, да, именно на укрепление доллара тоже нету, да. Пакет санкционный фактически тоже вышел пока из поля непосредственно информационного. Формулировки размыты, непонятно вообще, как он будет работать, что там действительно будет введено, поэтому как бы ситуация неоднозначная, да. Также напоминаю, что, естественно, будем в воскресенье уже делать обзор следующей недели, да, там мы уже будет новый календарь, будем рассматривать новые события, как они, соответственно, могут повлиять на курс доллара-рубля. На этом, господа, наверное, и закончу, поэтому, если вы хотите понимать, что происходит, что и как, на что влияет, и не пропустить возможности знать заранее, подписывайтесь и будьте в курсе.